Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Спасибо вам за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные лайки, подписки. Огромная благодарность вам за комментарии ваши, за то, что делитесь своим сокровенным, своими историями. Спасибо вам. Тема сегодняшнего расклада. Моя энергия в отношениях. Что я даю и что получаю. Разбираем баланс любви. Очень просто на самом деле. Идеальное взаимоотношение, да, или хотя бы приближенный к идеальным, это когда у нас этот баланс соблюдается, брать, отдавать. Очень часто мы можем жертвить, отдавать этой энергии больше, чем получаем. Ну, давайте посмотрим, собственно, что вы даете, что вы получаете во взаимоотношениях. Так, для начала делаю, девочки, вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Скромная и со вкусом. Звезда и ведьма. Следующая. Сейчас. Какая вы? Какая девочка пришла на расклад? Угу. Так. Ведьма, ведающая, обладающая тайными знаниями. Кто-то практик, может даже проигрываться. Женщина, еще и по звезде, девочки, и звезда и ведьма вместе. У кого-то прям, знаете, вы видите свое будущее, неразрывно связанное как-то с эзотерикой, может быть, с психологией. Или же активно, скажем так, применяете знания, полученные, ну, может быть, во время тех же раскладов вам приходит какая-то информация, может быть, во время, ну, там, если психологией увлекаетесь, да, опять-таки, какие-то программы, может быть, информация какая-то, опять-таки, тут во благо себе вы стараетесь это все применять. По звезде привлекательная, интеллект выше среднего, плюс еще ведающая, то есть тайные знания. Женщина необычная, необыкновенная. Так, ну и звезда это, как правило, миссия. Человек идет за своей мечтой, старается ее воплотить. Но на данном этапе почему-то какое-то состояние у вас вот неустойчивое. По этой карте, видите, изображена тут девушка, которая сидит на этой жердочке в окружении этих птичек. Да, в любой момент эти птички вспорхнут, улетят, а девушка шандарахнется вниз. Из-за этого состояние какое-то, видите, расстроенное, плачевное. Ну, скажем так, где-то утрачена, может быть, почва под ногами, надеюсь, временно. Где-то, возможно, вот по этой карте еще рядом мораль и сердце открытое. Именно на данный момент, может быть, вы не знаете, как с вашим ближайшим окружением, там, да, которое рядом, как птички, то ли как выстраивать дальше взаимоотношения, то ли не доверяете. Почему-то тут какая-то неустойчивость. У кого-то эта неустойчивость, это может быть... Ну, не обязательно там сбитые ориентиры. Нет, это не об этом. Тут как будто бы ценности у вас, вы знаете о своих ценностях, моральные тут установочки, правила, по которым вы живете, которых вы придерживаетесь. В том числе это открытые ладони, это желание чистую, открыто выстраивать отношения, ну, с любыми людьми, с любым окружением вашим, да. И еще сердце открыто. Это и тоже история о том, что вам бы хотелось и такого же окружения, и вам бы хотелось бы, чтобы люди в отношении вас точно так же себя проявляли, вели. Но вот эти карты говорят о том, что пока вот вы как будто бы в вашем даже окружении, ну, не видите адекватно, вот давайте так, адекватного какого-то отношения. Мне такое, как будто бы у вас даже нет никаких завышенных там или ожиданий, или надежд. Просто тут расстроены, потому что, видать, не получается по-хорошему. В плане того, что где-то какие-то иллюзии, может быть, надежды у вас были, что получится как-то, опять-таки, прозрачно выстраивать отношения. Где-то, опять, без подлости, без манипуляции. Но вот эти вот, опять, две карты мне говорят о том, что на данный момент вы сталкиваетесь с какой-то очень жесткой, жестокой реальностью. Эта реальность говорит о том, что, к сожалению, не получится так, как вы хотите. Там экологично, все опять-таки как-то прозрачно. Нет, тут просто как-то, ну, карты вам говорят о том, что
то ли вы должны выбрать путь настолько какой-то яркой индивидуальности, как-то максимально должны, ну, знаете, не связаны быть вот именно опять-таки с этим социумом, который вас окружает. Или же вы должны предусмотреть тот вариант, что в любой момент вас могут подставить, предать, и вам с этими людьми, с которыми вы сейчас рядышком, вам элементарно с ними будет не по пути. Как минимум просто вас подталкивают к тому, что вот этот ваш огромный потенциал, который у вас есть, вы должны его реализовывать и не привязывать свою жизнь вот к ближайшему там, ну не ближайшему, ну, к тому окружению, к тем людям, которые сейчас находятся рядом с вами, из-за которых, из-за реакций которых у вас может быть отчасти такие какие-то, ну, негативные эмоции. Ну, скажем так, тут как будто бы вы пробовали и по-хорошему, вы пробовали и открыто, честно. Вы особо даже, мне тут идет как будто бы и не старались даже не то, что там навязывать свое какое-то видение мира. Вы даже пытались подстраиваться под них. Но нет, как будто как вас выталкивает, как инородное тело из этого окружения что-то. И вот эта карта, она говорит о том, что на самом деле вы уязвимы. Вы-то тут очень таки не глупая, мудрая, я бы сказала, женщина. Но тут как будто бы, с одной стороны, мудрая, с другой стороны, где-то как по-детски все-таки еще наивная. И все-таки видите мир, да, вот каждый из нас видит сквозь призму собственного восприятия этого мира. Тут то, что у вас заложено, да, какие-то ваши качества, тут мораль и сердце открытое. Все-таки вы надежду не теряете, то, что там, не знаю, веру в любовь, да, и в людей не теряете. А вот на данном этапе, к сожалению, очень много людей, которые с вами, ну, вообще как будто бы им не по пути с вами. Ну, просто разные задачи, разные цели у вас и у этих людей. Как будто бы вот эти карты говорят о том, что вам нужно искать свое какое-то окружение, своих людей. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Моя энергия в отношениях. Что я даю и что получаю. Баланс любви. Итак, что вы даете в отношениях, да? Что вы даете? Что вы получаете в отношениях? Что вы даете в отношениях и что вы получаете в отношениях? Что вы даете в отношениях и что вы получаете? Это больше все-таки баланс любви, то есть это все-таки больше как с партнером, с мужчинами, с мужчинами, как вы выстраиваете взаимоотношения. Ну, давайте попробуем это еще шире рассмотреть, да. В принципе, партнеры могут быть там рабочие какие-то взаимоотношения с близкими людьми, я имею в виду прям родня, там, родственники. Ну, попробуем посмотреть на это более, с одной стороны, глубоко и шире. Итак, ваша энергия в отношениях, что вы даете? И что вы получаете взамен? Что вы получаете? Что вы даете? И что вы получаете взамен? Так, что вы даете? Что вы даете в отношениях? Ух ты! Ну, смотрите, карты какие классные. Первая карта Иерофант. Обалденная карта. И счастье. Интересно. Сейчас я все это выложу. Что вы даете? 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 Сейчас уточню. Так, двойственно, девочки.
Очень интересно получается. Так. Нарцисс, это вы? Нет, скорее вы ребенок рядом, искренность, ребенок. Нарцисс это партнер ваш? Отшельник, понятно. Так. Что вы даете? Так. То есть страхи. Так. Так, девочки, я уточнила. Смотрите, тут как-то так интересно. Первые карты мне прям, знаете, вдохновили, если можно сказать. По большому счету, что вы даете вашему партнеру, партнерам, ну, больше в любовной сфере, да? Карта Иерофант и карта счастья. Иерофант это считается одна из самых светлых карт в колоде, в классической Уэйта, да? Это история о том, что с вами можно выстроить действительно очень серьезные, стабильные, прочные и, самое главное, чистые, открытые отношения. Иерофант это чистота. Иерофант это в отношениях вы растете, развиваетесь, вы не стоите на месте, у вас духовный рост, в том числе по Иерофанту я бы хотела прочесть это как верность. Знаете, тут дальше карты, они там своеобразные, сейчас я буду уточнять, но все-таки я предпочту это прочесть как верность. Верность, и тут вы даете еще карта, ну, кстати, Иерофант это законный брак, это вплоть до того, что желание по Иерофанту это отношения вывести на максимально высокий уровень, венчание, вот тут такое вот. В том числе Иерофант это кармических партнеров карта человека, который, ну, знаете, тут где-то как, если выбор этого партнера, если партнер там не будет вас, как вам сказать, огорчать, да, то есть если вы не будете видеть с его стороны там предательства, то скорее всего вы хотели бы, как минимум хотели бы с этим партнером прожить раз, ну, выбрав его раз и на всю жизнь, да, и прожить с этим человеком. Это так, изначально мне так показано. Карта счастья. Вы можете дать этому человеку счастье, то есть какие энергии вы даете. Вот изначально вот такое. Но потом мне вот идет дальше какая-то такая интересная ситуация. В ваших отношениях могут появляться, уж не знаю, давайте не буду я тут говорить, с вашей стороны, это со стороны супруга там вашего, допустим, да, или молодого человека. Если в вашу жизнь входят какие-то страхи, связанные, я спросила, с чем? С наличием третьих лиц в взаимоотношениях ваших. То есть, если вы видите, что, допустим, мужчина, ваш избранник, увлекся кем-то там, ну, интересен ему кто-то третий, тут у меня идет такая карта, сразу карта ведьма ведающая. У кого-то прям увлечение психологией, эзотерикой, может быть, это сподвигло увлекаться этим всем. Желание понять, разобраться, если непонятная ситуация, с наличием третьих лиц. Если партнер себя ведет как-то странно, непонятно, может быть, ну, может быть, даже ведьма ведущая, хорошо, я сюда могу отнести и психологию, правда, тоже. Может быть, захотелось разобраться, почему, что сподвигло. Если особенно это носит характер еще, знаете, какой-то повторяющийся, я имею в виду, что на одни и те же грабли там, и партнер ведет себя похоже. Опять, может, захотелось разобраться, в чем вот причина этих повторяющихся сценариев. Подпишись на канал и поставь лайк. Так вот, тут мне как-то странно дальше идет. Вот тут, девочки, ты что выходит, то я и говорю. Энергия, что вы даете? Если вы подозреваете тут,
что у вас там присутствует третье лицо, или, по крайней мере, партнер там не особо честен, не особо верен. Тут как будто бы открывается у вас, смотрите, карта окно в другой мир. Окно в другой мир, и тут карта следующая, как над пропастью зависаете. Это скорее даже зависаете не вы, а смотрите, тут на этой карте изображена фигура, да, ну не знаю, девушка, неважно кто, на ленте раскачивается, и тут как будто бы хитрая эта лиса к этой пропасти, да, подбежала, и тут в любой момент она может перегрызть эту ленту. Тут как будто бы история о том, что вы можете давать вот своему партнеру, да, с которым вы в союзе, если вы только начинаете считывать карта страхи, то, что партнер не верен, или там может увлекаться кем-то, или вы для него стали не особо интересны, ну, в силу разных причин, я уже не знаю, подозрение у вас такое, то тут карта, следующие карты развал, кладбище, ну, в общем, как будто бы эти карты говорят о том, что вы можете, соответственно, тоже, ну, не говорю, что вы первое это начинаете, но мне так хотелось бы это считать, что если вы видите со стороны партнера, ну, скажем так, вы не особо ему там, может быть, не в той мере, которая раньше интересна, или вы не понимаете даже причину, почему он там то ли остыл, то ли испытывает интерес к какой-то другой женщине, то мне вот тут как будто бы показано, что у вас карта соперник. Вы можете рассматривать другие варианты, обращать внимание на других мужчин, присматриваться к другим мужчинам. С одной стороны, это вроде бы как бы логично, с другой стороны, тут вообще эти карты говорят о том, что это на самом деле к развалу может привести. Как будто бы отношения могут куда-то вообще в бездну эту свалиться. При этом тут показаны как будто бы ваши какие-то терзания. Тут карта нерешительность. И следующая карта, вот я специально уточнила, нарцисс. Вы до конца хотите для себя даже понять, почему этот мужчина, может быть, там изменил свое отношение к вам. Или на самом деле разобраться, а любовь ли это была с его стороны. То есть не на ровном месте, нет такого, что вы там увидели, там, уже не знаю, что он флиртует с кем-то, и в один момент пошли, извините, ему рога настроили, наставили, там еще что-нибудь. Нет, тут как будто бы вы хотите разобраться, до сути докопаться. У многих на поверхности прямо вот тут может лежать это все. То есть влюбились, обаятельный, привлекательный. У вас изначально вы даете ему тут ощущение счастья по аэрофанту. Прям вот, желание с этим человеком прожить и в радости, и в горе. А тут, может быть, в процессе выясняется, что этот человек в принципе по карте нарцисс, самовлюбленный, на себе зацикленный, особенно если еще бывает там какой-то женский коллектив, в который мужчина попал, то тут, правда, может нести, тут, не знаю, как корона на голове. Я специально уточнила, это вы нарцисс? Нет, вы скорее по карте ребенок, и тут карта рядом искренность. Вы, допустим, до поры до времени искренне не понимаете или не понимали, с кем вы имеете дело. Вы искренне надеялись на то, что там человек, вот насколько вы можете быть там преданной, верной и испытывать к человеку какие-то эмоции, и пытаться сохранять эти эмоции. Вот как-то же вы переносите это все видение, ну, на взаимоотношения, и то вам кажется, что и он так. Но тут на самом деле вот как будто бы карта отшельник. Вы можете еще со стороны этого мужчины сталкиваться с холодом, отдалением, где-то как равнодушием. Ну, как бы вас как ребенка в ваших каких-то мечтах, иллюзиях, как, ну, не знаю насчет этой иллюзии, если вы планировали с ним очень серьезные отношения, то тут вы очень искренне выходите, то как будто бы вас это обижает, вас цепляет это, ну, мягко говоря, да. Ну, боль, это боль, предательство, я это так могу прочесть. Так, тут еще я докладывала, ну, девочки, у многих тут элементарно вы стараетесь давать по карте радуга максимум закрыть потребности этого человека. Даже если тяжелая ноша, какие-то препятствия, то вы стараетесь это все преодолевать. По карте святая вода, ну, скажем так,
Пытайтесь. Мне так идет, как будто бы, ну где-то вот мне такое ощущение, как будто бы все равно это ни к чему не приводит. Ну, извините. Ну, как будто бы ваши все попытки, они на время просто приносят какой-то результат. А потом по карте Луна сталкиваетесь, может быть, с какой-то неопределенностью. Туман, неопределенность. Как будто бы вы даже не понимаете, вот, стоит ли прикладывать столько усилий для того, чтобы сохранить что-то. Вот тут у меня так идет. У кого-то прям тяжелая ноша, уже вам и тяжело в этих отношениях, в которых вы находитесь, но и бросить вы это тоже не можете. К сожалению, как-то у меня так. Вот это вот как-то вы даете, у меня тут идет оно. При этом вот эти карты вот изначально замечательные, да, но потом по факту, будто бы вы то ли пытаетесь к какой-то ситуации приспособиться, то ли, понятно, у вас уязвленное это, тут не самолюбие, тут просто как ребенка ранили. Вот эта искренность, с которой вы, допустим, относитесь к человеку, а вы в ответ видите, если рядом карта нарцисс, то, соответственно, вы по-другому уже и реагируете, и даете другую энергию, и даете другую реакцию на человека. Как будто глаза раскрываются, знаете, во время, не знаю, дальнейшего проживания, коммуникаций каких-то. Кстати, тут, может быть, вы вполне возможно действительно задумываетесь там по поводу соперника. Может быть, выбор нужно сделать в сторону другого мужчины, или пока не поздно, нужно как будто бы с этим расстаться мужчиной, то есть попытаться с кем-то другим выстроить отношения. Но это, скорее всего, носит характер просто как будто, знаете, мечты, мысли. Даже нет там таких каких-то действий, я не вижу особо. Давайте посмотрим теперь, что вы получаете, да. Мы посмотрели, что вы даете, какие энергии, и что вы получаете. Баланс любви. Что вы получаете взамен. Офигеть, 2 раза дьявол вышел. Дьявол с одной колоды, дьявол с другой колоды. Тайна. Ну, что вы получаете? Первая у меня карта выходит, девочки, лиса, хитрые лисы. Как будто бы в отношении вас ведутся не очень честные какие-то игры. Цель этих игр, возможно, обрисовать ситуацию или положение, в которое вы попали. Может быть, перспективы построения в каком-то, более каком-то милом, иллюзорном виде. Вот эта карта корабль, как будто бы подарок, да, это вместе, если прочесть, то какие-то хитрые лисы, в данном случае партнер, может рисовать вам вот какие-то воздушные замки, обещания того, что все изменится в лучшую сторону, что, может быть, вот на нашей улице будет праздник, вот наконец-то там реализуется то, о чем вы мечтаете. Можете тут совместно даже какие-то планы строить, фантазии. И вот как будто бы вот-вот завтраками вас как будто кормят. И это настолько для вас какой-то лакомый кусочек, что вам обещают, или пытаются вам это внушить, что это будет. Это, знаете, как вот этот ослик, который работает день изо дня, круг за кругом, да, вот этот ходит, и у него перед мордочкой его висит вкусная морковка, и он кучу работы делает, и в конце тяжелого этого рабочего дня ему дают эту какую-то уже жухлую, вялую эту морковку, совсем не ту сочную, которую там с утра ему обещали. Смысл вот такой, как будто бы обещают вам много, а по факту, девочки, дальше, если бы дальше были какие-то карты другие, я бы сказала, что тут там оно того стоит, там, или как-то. А тут как будто бы это изначально как хитрость какая-то. То есть человек, который вам вот это обещает, держит вас в каком-то неведении или в подвешенном состоянии вот каком-то.
Он преследует свои цели. Тут хитрость, тут по карте дьявол и причастие. Тем самым даже вот в этом подвешенном состоянии человек вас все больше по дьяволу привязывает. Причастие. Вы чувствуете себя вот как одним целым. Где-то даже вот эти вот, как любовная зависимость, может быть, как развивается еще больше. Эти созависимые отношения. Может быть, даже эти эмоциональные качели, вот эти обещания. Тут как будто бы все направлено на то, чтобы вы были более зависимы, вы ожидали чего-то, вы были где-то в этих розовых очочках, девочки. Ну, как будто бы вот по этим картам так хочется сказать: проснись, очнись, посмотри на ситуацию, на то, что конкретно тебе дают партнеры. Вот тут по полочкам разложи, что конкретно тебе они дают. Тут прям как будто бы человек, ну, там, партнер, который рядом с вами, допустим, или которых вы выбираете, там, западаете, эмоциональную привязанность, зависимость он дает 100% по дьяволу. Тут причастие, слияние женщины и мужчины. Может быть, даже какое-то у вас, не знаю, что вырабатывается, какой-то, знаете ли, как это правильно сказать, даже не то, что там вырабатывается, зреет вас, получается, как выучена эта беспомощность. Если до поры до времени вы жили прекрасно, самостоятельно, да, до встречи какого-то партнера, потом со временем, встретив, вот, допустим, какого-то такого хитренького лису, да, партнера, вы можете потихоньку сталкиваться с тем, что партнер у вас, ну, скажем так, одним, вторым каким-то словом как-то вас подталкивает к тому, к ощущению тому, что вы без него там никто, вы не настолько ресурсны, вы не сможете сами. Или вы там, ну, как будто заниженная самооценка у вас. Я же говорю, как выученная беспомощность. Допустим, все то, что вы делали до встречи с ним, и там у вас была, допустим, яркая, наполненная жизнь, полная, опять она была наполнена общением, там, рабочие какие-то моменты, планы, там, по поводу там карьеры, построения, может быть, путешествий, общения с друзьями, в принципе, яркая жизнь, то со временем может этот партнер вытеснить всех ваших каких-то там наиболее близких, родных людей, ну, насколько полностью, не полностью, ну и создать свой какой-то мирок такой. И вот вы настолько в этом мужчине могли раствориться. Тут это могло происходить настолько для вас, оно даже не особо и заметно. Вот так вот даже. Тем самым сузив, не знаю уже, сузив круг людей, к которым вы даже можете обратиться, с которыми вы сможете там, уж не знаю, контактировать. Даже, может быть, даже как-то повлияв на то, что какое-то количество там ваших, ну, ближайшего окружения, друзей просто могли исчезнуть из вашей жизни. Тут вот такое вот может быть. Опять-таки, тайна и ваша карта дьявол. Тут что несут? Ну, в отношении вас какие-то тайны вот скрываются, постоянно что-то скрывается от вас. По дьяволу это, ну, девочки, ну, любого рода, ну, что такое дьявол? Какие-то хитроумные планы, какие-то... О чем это? Карта шабаш. О чем это? Знаете, мне, ну, тут понятно, у каждого свое будет, то, что от вас могут по этой тайне дьяволу скрывать. Но тут как будто бы какие-то такие нюансы. У кого-то, если карта шабаш, это проявление мужчины, ну, где-то запасные варианты, может, как-то он себя так ведет, может, даже выстраивает свою жизнь как-то так, что если бы вы раньше, допустим, знали о том, с кем вы пытаетесь выстроить отношения, кто это, какой этот человек, то, скорее всего, вы бы 1000 раз подумали, связывать ли с ним свою судьбу. Тут как будто бы этот человек настолько может поменять вашу судьбу, в то же время
он будет являться для вас самым главным. Ради него вы готовы будете на очень многие жертвы. Вот эта вот карта причастия. Если бы рядом были какие-то такие, ну, светлые, какие-то такие радостные карты, я не знаю, девочки, позитивные, я бы прочла это замечательно, да? Почему нет? Ну, вы нашли свою вторую половину, хотя вы сами по себе цельны, да? Зачем искать вторую половину, если вы сами по себе личность самодостаточная? Но тут вот как будто бы человек может у вас осознанно вызывать вот это чувство неполноценности даже какой-то. Так вот, вот эта карта, крест в конце, вот склоненная фигурка женская, говорит о том, что и тут карта письмо, и карта шаба, что как бы вы, если бы, да, вы лучше узнали этого человека, изучили информацию о нем, прежде чем с ним входить в какие-либо взаимоотношения, то потом бы не пришлось вот так вот раскаиваться. Потому что, связав жизнь с этим человеком, вы максимально свою ну, судьбу, понятно, меняете. И не в лучшую сторону. Карта смерть. Смерть ложится на что? На карту одуванчик и госпожа удача. Где-то как будто бы сами по себе исходные данные, если, извините, можно так сказать. Вот карта у вас женщина. Карта одуванчик и госпожа удача. Сами по себе то вы и удачливые, и перед вами дороги открыты. Как будто бы вот вспомните, вот изначально, когда вы сами по себе, насколько у вас там, не знаю, одарила вас природа, там, интеллектом, талантами, способностями, какими навыками вы обладаете. В принципе, карта одуванчик — это легкость, и госпожа удача — это опять о том, что на самом деле перед вами, вот перед именно вами как личностью, вспомните, может быть, и открываются двери, и открываются, да, может быть, вы легко можете найти контакт с людьми, то есть для вас не проблема, то есть завести там разговор и обретать новых друзей, но вот тут как будто бы связь с каким-то мужчиной, выбор партнера, она настолько может вас изменить, что по карте смерть вот эту вот даже какую-то удачу от вас отвернуть, и карту одуванчик, вот эту легкость, ну, где-то вот легкость восприятия жизни, вашу легкость, как вы по жизни можете там себя, не знаю, ощущать, вести себя. Вот тут как будто бы это может уйти. Я не говорю, что это приговор, но мне эти карты выпали, мне так они показывают, что вы обретаете в отношениях. Опять-таки, ну, изначально карта хитрость, вот будто бы, ну, мужчины или мужчин, которых вы выбираете, какие-то, может быть, есть, ну, уж не знаю, там, двойные, ну, не обязательно там стандарты, да, но как будто бы вторичная выгода какая-то от встречи с вами. Но помимо этого сексуальное притяжение есть, понятно, но тут скорее вы, знаете как, вы зависимы. Вы как будто бы становитесь втянуты в какие-то игры. Так. Итак, самое главное, что вы получаете во взаимоотношениях с мужчинами, с партнерами. Самое главное, что вы получаете. Дорогу. Девочки, смотрите, я больше ничего не буду вытаскивать. Вы сами делаете выводы, хорошо? Не бывает каких-то ситуаций, в которых нет выхода. Всегда есть. Мое дело вам показать, подсветить, а вы уже сами делаете выводы. Что вы получаете во взаимоотношениях с партнерами? То, о чем я говорила. Изначально девушка роскошная, карта дуванчик, легкость во всем, да, и госпожа удача, дороги открыты на самом деле. И тут карта лестница. На самом деле перед вами открыто этот путь. Вы вверх по этой лестнице можете идти. Тут и карьеру строить, и счастливо жить. Но что вам, к сожалению, дают вот эти вот взаимоотношения с партнерами, которых вы выбираете? Можно выбрать другого партнера, соответственно, поменяется схема, соответственно, поменяется, ну, и будущее, и настоящее, да, и перспективы поменяются. А тут смотрите, что выходит. При том, что вы можете идти вверх по лестнице, но у вас тут
при встрече, при образовании, если можно сказать, построении какого-то союза, у вас тут руки связаны. Видите, связаны руки, и тут карта подчинения. Человек, у которого цепи вокруг шеи. То есть вы где-то автоматически отказываетесь от этого своего пути, от своей судьбы, другими словами, и подчиняетесь воле другого человека, навязанным каким-то, может быть, историям, навязанному сценарию уже другому. И тут история о том, что у вас как будто бы своей воли нет уже, как руки связаны. Девочки, не знаю. Мои хорошие, все в наших руках, все в наших силах. Если вы считаете нужным изменить этот сценарий, если вам это отыгралось, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, принимайте сами решения. Вы, только вы, творец своего счастья.